Сейчас вы откроете этот чат, прочитаете сообщение, нажмете «Удалить» и будете уверены, что его больше нет. Я работал в системе, которая прочитала его раньше вас. Не взломала шифрование, не подобрала пароль. Я объясню как, потому что почти все, что вам рассказывают про слежку за мессенджерами, либо вранье, либо паника. А правда хуже и проще одновременно. Меня зовут Вадим Майоров, я бывший сотрудник второй службы ФСБ, и сегодня без страшилок, на фактах, я покажу вам, что из вашей переписки видно, а что нет. И почему у меня телефон чистый, это не защита. Коротко, кто я, чтобы вы понимали, откуда это знание. Я не блогер, который пересказывает новости, я был внутри, моя личность подтверждена независимыми и уважаемыми изданиями, такими как New Lines Magazine. Все документы, включая контракт со службой ФСБ и прочие предоставленные мной документы журналистам и расследовательским центрам, были подтверждены и проверены. Ссылки вы можете найти в описании канала. И сразу важно, этот канал смотрят десятки тысяч человек, а подписано не так много. Если вы хотите, чтобы такие разборы изнутри продолжали выходить, а их больше никто так не делает, как я, нажмите кнопку «Подписаться» прямо сейчас. Это бесплатно, это 2 секунды, и это единственное, что дает каналу жить, несмотря на то, о чем он. Нажали и идем дальше. А дальше самое важное. Начнем с того, что вы сейчас держите в руках, это телефон. И мессенджерами, которыми вы пользуетесь, это Telegram. И как ФСБ читает ваши чаты. Из фразы, которую мне писали в комментариях сотни раз, это невозможно, там же шифрование. Так вот, большая часть ваших чатов не зашифрована вообще. И вы об этом не знаете. Telegram по умолчанию не использует сквозного шифрования. Сквозное это только в так называемых секретных чатах. И их надо включать вручную. Все остальное обычные чаты. Это другое шифрование, клиент-серверное. Сообщение действительно шифруется по дороге, но на сервере оно лежит расшифрованным. А ключи у того, кто этот сервер держит. По оценке бывшего коллеги Дурова, около 98% всей переписки идет именно через такие чаты. Не в секретных, в обычных. То есть в расшифрованных на сервере. У ФСБ есть уже давно методы, как получить доступ к определенным серверам, так, к примеру, через вербовку непосредственно людей, кто обслуживает эти серверы. И вот здесь надо понять одну вещь про саму инфраструктуру. Без нее ничего не сложится. В России весь трафик всех операторов связи и провайдеров по закону проходит через специальное оборудование под названием SORM. Это, по сути, постоянная точка доступа государства прямо в трубу, по которой течет ваш интернет. Оператор обязан ее установить и, конечно же, обязан обеспечить доступ. Через эту трубу проходит буквально все. И то, что вы вообще с кем-то общаетесь, и когда и откуда, видно всегда. А то, что не закрыто сквозным шифрованием, видно еще по содержанию. Вот почему обычные чаты — это не теоретически уязвимо, это рутина. Но тут нужно, конечно же, оговориться. В данном случае, что касается такого метода, как SORM, это, конечно же, больше речь идет про российские сервисы, которые размещаются или активно взаимодействуют с российскими серверами. Я видел изнутри, как это выглядело с другой стороны. В каждом управлении стоял терминал доступа, и незашифрованную переписку из чатов с российских сервисов можно было открыть и прочитать как папку, которая лежит у тебя на столе. Это буквально. Как именно это технически устроено на стороне серверов и системы SORM, мне, как оперативнику, знать не положено. Разделение в системе действительно жесткое, и оно действительно соблюдается. Я говорю о том, что я видел. Доступ был, и он был штатным. Хорошо, скажете вы, тогда я перейду в секретный чат. Или вообще в WhatsApp. Там сквозное шифрование везде. Там-то меня не достанут. Логично. И тут начинается самое интересное, потому что система знает это не хуже вас. И вот теперь внимание, это ключевая развилка, которую все путают. Все, что я только что сказал про чтение на сервере, это про обычные чаты незащищенные. Но есть и второй тип, и он устроен принципиально иначе. Секретные чаты Telegram и весь WhatsApp и сигнал. Здесь уже применяется сквозное шифрование. Ключи лежат только на ваших устройствах. На вашем и на устройстве собеседника. Сервер их расшифровать не может в принципе. Скажу больше, мы сами, сотрудники по рабочим вопросам, сидели в WhatsApp. Именно потому, что он защищен лучше. Но правило внутри было простое.
Гарантии не дает ни один обычный мессенджер. По-настоящему безопасным считались только защищенные каналы спецсвязи. Telegram и WhatsApp, конечно же, туда никогда не входили. Но есть нюанс, на котором ломается вся ваша уверенность. Даже если нет такой технической возможности, значит, прочитать ни одного слова из вашей переписки, система видит другое. Кто, с кем, когда, откуда, был ли прикреплен медиафайл, был ли голосовой вызов. Это метаданные. Они снимаются на уровне операторов связи, и в суде они, кстати, доказываются, и сам факт переписки, и ее подлинность. Содержание спряталось за шифрованием, но то, что вы вообще общались с конкретным человеком в конкретное время, видно как на ладони. И вот тут все ваши усилия секретными чатами рушатся об одну простую вещь. Можно и не вскрывать конверт, если можно заглянуть через плечо тому, кто его открывает. Система поняла это давно, поэтому она идет совершенно другим путем. Она идет напрямую к вашему телефону. Запомните эту мысль, она главная во всем ролике. Шифрование защищает сообщение в пути, но оно не защищает устройство, на котором это сообщение открывают. На вашем экране оно уже расшифровано, иначе вы бы его просто не прочитали. Способ первый. Заражение устройства. Существует специальное программное обеспечение, которым компрометирует телефон человека, попавшего в оперативный интерес. Скомпрометированный телефон может, например, сделать скриншот ровно в тот момент, когда вы открываете чат. Любой мессенджер. И здесь шифрование уже бесполезно. Оно защитило сообщение по дороге, но не защитило экран, на котором вы его читаете и открываете. Способ второй, о котором мало кто думает. Ваш собеседник, даже если ваш телефон идеально чистый и нет никакой гарантии, что не стоит на контроле устройства человека, с кем вы общаетесь, которому вы пишете. Переписка всегда двухсторонняя. Достаточно одной зараженной стороны, чтобы был виден весь ваш разговор. Способ третий. Сторонние приложения. Банковские приложения, почта, браузеры, маркетплейсы, десятки программ, которым люди сами добровольно выдали доступ к микрофону, геопозиции, камере, галерее. Это не взлом, это согласие, которое вы дали не глядя, нажав кнопку «Разрешить», чтобы поскорее закрыть окно. Я видел эту логику изнутри, система не бьется головой о шифрование. Да и зачем? Если можно зайти со стороны, где шифрования нет вообще, со стороны самого телефона. Способ четвертый. Создание клона вашей сим-карты, а также перехват смс-кода авторизации. ФСБ через сотовых операторов перехватывает смс с кодом подтверждения для входа в аккаунт. Они создают клон вашего аккаунта на своих устройствах и скачивают всю нужную информацию. Способ пятый. Официальное сотрудничество по статье о терроризме. Официальный запрос в Telegram. Он обновил политику конфиденциальности. Согласно судебным решениям, например, Верховного суда Башкортостана, Telegram Messenger официально отвечает на запрос ФСБ, выдает IP-адреса и номера телефонов пользователей, если они проходят подозреваемыми по делам о терроризме. Меня иногда спрашивают про перехват голоса и аудио. Отвечу честно и так, как есть. У нас это были разные миры. Опера — это сыск, это работа с людьми, а снятие информации, перехват, дешифровка — это отдельные технические подразделения со своей подотчетностью и со своим режимом секретности. Мы приходили к ним с задачей, получали ответ, реализуемо или нет. Иногда мы получали положительный ответ, иногда отрицательный. И как у них все устроено внутри, за какой дверью и на каком оборудовании, у нас к этому доступа не было. И это не фигура речи. Это и есть та самая жесткая компартментализация, да, разделение на отсеки, на котором вся система и держится. Поэтому я не буду делать вид, что я разбираюсь в железе или в программах и их реализации. Я говорю только то и о том, что видел своими глазами в оперативной работе. А теперь то, чего вы точно не ждете, потому что для этого даже не нужно заражать удаленное устройство. Иногда телефон просто берут в руки, при этом законно. Представьте, человека на улице останавливает патруль, обычная проверка документов, все в рамках закона. Его вежливо просят пройти в отдел, уточнить личность. Телефон изымают на время проверки, дальше эти полчаса или час телефон живет своей жизнью. Его передают оперативному сотруднику ФСБ, тот техническим специалистам. С устройства снимает всю информацию и ставит его на контроль специальным техническим оборудованием. Потом человеку возвращают телефон и говорят: все в порядке, извините за беспокойство, до свидания.
Он уходит, уверенный, что у него просто проверили личность. А с собой он уносит устройство, которое теперь открытая книга. И никакой секретный чат тут уже ни при чем. Звучит так, будто невозможно защититься. Это не так. Но защита не там, где ее ищут все. Давайте честно подведем итог без страшилок, как я и обещал. Сквозное шифрование систему давно не останавливает. Потому что она идет не в трафик, а в устройство. Через заражение, через приложение, которым вы сами все разрешили, иногда просто взяв телефон в руки на полчаса. Поэтому защита — это не поставить секретный чат. Защита — это гигиена устройства. Не давать приложениям доступ, который им не нужен, а лучше вообще не давать российским приложениям доступ. Понимать, что чужой телефон в переписке такая же дыра, как и ваш. И помнить, безопасен не мессенджер, безопасно устройство. Или небезопасно все. Шифрование защищает сообщения в пути, но оно никогда не защищало того, кто его открывает. Я знаю это изнутри. Подпишитесь, если хотите знать, как система видит вас на самом деле. С вами был Вадим Майоров. Берегите себя. До новых встреч.